Это Марс. Планета, которую мы знаем из телескопов и научных программ как безжизненную, холодную и сухую, но при этом невероятно притягательную. И все же в этой тишине среди чужих дюн и пыли лежат громкие отзвуки чего-то по-человечески близкого. Роботы, посланные с Земли для изучения этого мира и передачи знаний через пустоту. Их металлические корпуса, камеры и солнечные панели – маленькие, но явные следы присутствия разумной жизни за пределами человечества. И у одного из них история не похожа ни на какую другую, его имя стало символом упорства и надежды. Его звали Opportunity, ровер, созданный на 90 дней, который прослужил почти 15 лет. История о том, как простое устройство, собранное руками людей, могло стать голосом и глазами планеты, а также вдохновением для миллионов на Земле. Он поднимался по кратерам, переживал бури и штормы, переживал ночи, когда температура падала до экстремальных значений, и водил своих создателей за грани ожиданий. Он прошел дальше, чем любой ровер до него и после него в свое время, исследуя участки, о которых прежде можно было лишь догадываться. Но однажды ветер усилился, небо потемнело, и от Opportunity мы больше никогда не получили известий. И именно этот момент стал предметом множества рассуждений, догадок и эмоциональных прощаний по всему миру. Итак, что случилось с этим невероятно стойким ровером в его последние мгновения? Какие факторы привели к его молчанию? И что от него осталось сегодня, более чем через 7 лет после потери связи? Как выглядит его место покоя под марсианским солнцем и пылью? Эти вопросы ведут нас в историю, где техника и человечность переплетаются в одну трогательную легенду. Все началось 7 июля 2003 года, когда ракета Delta Tawai поднялась с миссией, важной не только для инженеров и ученых, но и для всех, кто мечтает узнать больше о соседней планете. Взлет произошел на стартовой площадке на мысе Канаверал, где каждый запуск – результат многолетней подготовки, технических проверок и нервного ожидания. На борту находился ровер, который должен был пробежать по поверхности другой планеты и рассказать нам о ее прошлом. НАСА называла его МЕР-Б – Mars Exploration Rover B. Официальное обозначение в программе Mars Exploration Rover, его брат-близнец, отправленный чуть раньше, получил этикетку МЕРА и стал известен как Spirit. Технически обе машины были схожи по конструкции, однако каждая миссия имела свою уникальную судьбу, которая зависела от мест посадки, условий и случайностей, встреченных в пути. Но мир привык называть миссию РБ другим именем – Opportunity. Возможность, шанс или просто Оппи, как ласково прозвали его многие энтузиасты и инженеры, это имя вскоре стало символом оптимизма и настойчивости. Opportunity представлял собой солнечный, 6-колесный робот-геолог размером с гольф-кар. Он был укомплектован камерами, манипулятором, спектрометрами и другими научными инструментами, которые позволяли исследовать состав горных пород, почвы и искать следы воды в прошлом. Его батареи питались от солнечных панелей, а система управления была рассчитана на автономную работу и выполнение команд, присланных с Земли. Его миссия была проста по сути и революционна по назначению, создан для поиска доказательств прежнего наличия воды на Марсе, ключа к пониманию того, был ли когда-то красный плат пригоден для жизни. Это не было поиском жизни напрямую, а скорее поиском условий,
в которых жизнь могла бы возникнуть. Если Марс имел в прошлом стоячую воду, это бы означало значительно большие шансы на то, что там могли существовать благоприятные условия для органических процессов. Через 6 месяцев после запуска, 25 января 2004 года, Opportunity завершил свой межпланетный переход и подошел к Марсу. Пролетев в вакуум космоса и миллионы километров, он вошел в тонкую марсианскую атмосферу, где каждое действие должно было сработать идеально. Парашюты раскрылись, ретро-двигатели включились, и надувные подушки окружили ровера, создавая защитный гамак, который должен был амортизировать жесткую посадку. Это сложная хореография механизмов на грани технической точности. Когда Opportunity открыл свои камеры и начал отправлять первые снимки, команда на Земле буквально затаила дыхание. Первые изображения показывали пустынные горизонты, камни необычной формы и текстуры и тонкую марсианскую пыль, устилающую все вокруг. Но главное, начали поступать данные, которые изменили представление о Марсе навсегда. Происходило постепенное знакомство человека и машины с чужой планетой, тестовые маневры, проверка инструментов, отправка первых научных протоколов. Каждая команда посылалась с осторожностью, каждая фотография анализировалась сотнями глаз. Это был момент, когда технологии и человеческое любопытство объединились, чтобы раскрыть тайны Красной планеты. Через несколько дней после посадки в потоках данных начали появляться изображения, которые сначала удивили, а затем и переполнили научные журналы и новостные заголовки. Камеры Opportunity фиксировали маленькие, почти идеальные шарики, рассыпанные по поверхности, словно кто-то уронил десятки мелких бусин. Гладкие, круглые, почти как замороженные черники, именно так описывали их в первые моменты наблюдения многие инженеры и журналисты. Но внешний вид оказался лишь началом загадки. Ученые начали изучать их состав при помощи спектрометров и других инструментов ровера. Результаты были ошеломляющими. Эти образования оказались гематитовыми конкрециями гематит, минерал, который на Земле часто формируется в присутствии воды, особенно в медленно осаждающихся условиях. Конкретации, подобные этим, образуются, когда минералы выпресипитейт из воды в течение длительного времени. Это означало, что эти чернички были прямым доказательством того, что в прошлом здесь существовали условия с присутствием воды. Opportunity подтвердил то, в чем прежде были только догадки. Когда-то Марс был влажным, на нем была стоячая вода, возможно, даже целые озера и моря. Эта находка кардинально усилила аргументы ученых о том, что Красная планета могла когда-то быть обитаемой по крайней мере в микробиологическом смысле. Одна маленькая серия находок настолько изменила восприятие планеты, что уже не было пространства для прежних сомнений. Водная активность прошлого Марса – факт, подкрепленный данными ровера. Это открытие оправдывало всю миссию и давало научной команде и общественности мощный стимул продолжать исследования. Но Opportunity далеко не собирался останавливаться. После первой волны изучений и восторгов он продолжил маршрут, исследуя все новые и новые участки равнины и выступы древних отложений, собирая образцы, фотографируя и посылая домой все новые доказательства прошлой активности воды. Он продолжал двигаться по марсианской поверхности, изучая рельеф и посылая на Землю богатство данных. По мере продвижения каждая команда, отправленная с Земли, была тщательно рассчитана. Инженеры моделировали траектории, оценивали наклон грунта, проверяли состояние колес и направление ветра. Операторы ровера жили по часовому расписанию, послали команду, переждали ответ, проанализировали телеметрию. Это был медленный, но методичный ритм исследования. Каждый день
Пилоты на Земле посылали инструкции и затем ждали. Не было джойстиков, не было управления в реальном времени. Задержки сигнала были значительными. Сигналу требовалось до 20 минут, чтобы добраться до Марса, и затем еще до 20 минут на ответ. Это означало, что ровер функционировал почти автономно между сеансами связи, и каждый маневр был заблаговременно спланирован. Каждый поворот колеса был заранее спланирован. Каждое препятствие оценивалось с миллионов километров. Команда использовала стереоснимки, панорамы и модели поверхности, чтобы предвидеть проблемы и минимизировать риск. Но Марс проявлял свою непредсказуемость. На Земле инженеры действовали решительно. Полная копия ровера была опущена в специальную яму, заполненную имитацией марсианского грунта, чтобы моделировать поведение колес и испытывать потенциальные решения. Тесты шли днем и ночью. Инженеры экспериментировали с пробуксовкой, сменой направлений, использованием рывков и последовательных маневров, пытаясь найти последовательность команд, которые могли бы выбить ровера из ловушки. Инженеры НАСА отчаянно искали способ освободить ровера. Они писали сценарии, тестировали их на макетах, затем отправляли команды, наблюдали за результатом и снова корректировали планы. Это была работа команды на высшем напряжении. Каждая идея могла спасти или похоронить миссию. И затем, после 5 мучительных недель и множества тестов, многие идеи были отброшены, переработаны и снова испытаны. В конце концов, Opportunity начал медленно освобождаться. По сантиметру, по миллиметру он разрывал свою безвыходную ситуацию и выползал из песчаной ловушки. Это был триумф терпения, инженерной смекалки и коллективной работы. Это был не последний раз, когда он столкнулся с опасностью, и опыт использования моделирования и креативных решений стал бесценным уроком для будущих миссий. Но его путь продолжился. Медленное, методичное ползание по чужому ландшафту продолжало открывать новые горизонты. Opportunity двигался вперед, не торопясь, но неизменно он исследовал кратеры глубже, чем пытался любой ровер до него, спускался и поднимался по склонам, собирал образцы и снимал панорамы, которые позже публиковались в научных журналах и вдохновляли миллионы людей. Он поднимался по суровым холмам, преодолевая камни и гроты, фиксируя каждый шаг и анализируя состав пород. Чтобы составить историю геологического прошлого региона, его научная аппаратура работала день за днем, иногда выжимая последние ресурсы системы, но зато принося редкие и ценные данные. Он делал потрясающие панорамные снимки восходов и закатов, те знаменитые кадры, где Солнце выглядело немного меньшим, а небо имело характерный марсианский оттенок. Эти изображения напоминали людям на Земле о том, что где-то далеко кто-то наблюдает тот же закат и то же солнце, но в иных условиях. Это была миссия, которая захватила воображение публики. Не потому, что ровер был эффектным или быстрым, а потому, что он проявлял те самые качества, которые люди ценят в себе: упорство, настойчивость, способность преодолевать невзгоды. Подобно знаменитым зондам Voyager, который прошел границы Солнечной системы, Opportunity показал миру образец настойчивого исследования. В его тихом упорстве люди увидели нечто почти человеческое – стремление к цели, желание выполнять свою миссию, несмотря ни на что. Но, к сожалению, великие вещи имеют свой конец. И в июне 2018 года Марс приготовил для него испытания, которым не каждый мог бы противостоять. Глобальную пылевую бурю, превосходящую по масштабу многие прежние события. Началась буря, как это иногда случается на Марсе. Сначала это было просто региональное атмосферное явление. Ветровые потоки поднимали пыль, создавали локальные вихри, но затем условия изменились, и буря начала разрастаться.
Ветер разогнался, поднимая миллионы тонн марсианского порошка в верхние слои атмосферы, и в считанные дни она охватила всю планету. Это стало глобальной пылевой бурей. Частицы пыли разнеслись по всему марсианскому диску, образовав плотную вуаль, которая поглотила солнечный свет и сделала дневной свет приглушенным. Это явление было отслежено с орбиты, и ученые наблюдали, как оно затягивает планету все глубже. Солнце начало скрываться за вуалью тончайших ржавых частиц. Для Opportunity, питающегося от солнечных батарей, это был наихудший сценарий. Без достаточного солнечного освещения батареи не могли заряжаться, а с течением времени запас накопленной энергии иссякнет. Инженеры на Земле и любители по всему миру следили за развитием событий с тревогой. В истории аппаратов на Марсе уже были случаи, когда роботы зарывались под пылью или переживали сильные бури, но многие из них смогли восстановиться после того, как буря стихла. Команда надеялась, что Opportunity сможет пересидеть этот период, как он делал это в прошлом, используя энергию, накопленную в батареях, и минимизируя энергопотребление. Но эта буря была иной. Она была длиннее по продолжительности, гуще и темнее. Пыль оставалась в атмосфере дольше, и плотность частиц была настолько высокой, что солнечные панели уже не могли принимать достаточно энергии. Кроме того, пыль могла покрыть панели, снижая их эффективность. Все это создавало комбинацию факторов, угрожающих долгосрочной работоспособности ровера. И затем, 10 июня 2018 года, пришла та последняя передача Каруэ, которая всколыхнула сердца людей по всему миру. Это был короткий статусный отчет с данными о состоянии систем ровера, который интерпретировали как проникновенное и поэтичное сообщение: «Моя батарея разряжена и становится темно». Хотя часто эту фразу приписывают как дословную цитату, на самом деле она является вольной и эмоциональной интерпретацией инженера НАСА, основанной на итогах телеметрии, низком уровне энергии, падении температуры и ухудшающихся условиях. Самой передаче не придавалось художественного смысла, это был рабочий отчет. Но люди прочли в нем прощание, и оно стало символом конца эпохи. Эти строки не предназначались быть прощанием, но для многих они имели именно такое звучание, почти как будто ровер с присущей ему выносливостью в последний момент сообщил о своем затруднении, и затем связь оборвалась. Это придало событию драматический, трогательный оттенок и заставило миллионы людей сопереживать механическому другу, который служил человечеству долгие годы. Если бы вы могли подойти к нему однажды, когда люди отправятся на Марс лично, и если бы вы смогли дотронуться до него, вы, вероятно, нашли бы небольшую, покрытую слоем марсианской пыли машину, которая когда-то была источником света и движения. Очертания ее сохранились. Солнечные панели, механические суставы, 6 колес — все это, возможно, будет покрыто тонкой коркой реголита, но все равно узнаваемо ее солнечные панели потускнели от лет марсианских бурь. Частицы пыли, осевшие и слежавшиеся, сделали их матовыми, поглотив блеск и эффективность. Но пыль на Марсе не растворяется, она не смывается дождем, и потому следы ее останутся на долгие годы. Ее колеса, вероятно, частично или полностью зарыты в красный ржавый реголит, следствие как естественной осадки, так и тех ран открытий, когда ровер двигался по непредсказуемым поверхностям. Колесные следы, возможно, еще читаются рядом с ним, как отпечатки шагов, оставленные в далеком прошлом ее мачта, и головная камера больше не сканирует горизонт. Они застынут, обращенные к тому месту, где ее последний вздох электричества позволял глядеть на мир. Она просто уставилась
на одно и то же место, став неподвижным свидетелем времени, которое продолжает идти, но уже не отмечается движением механизмов. Она, вероятно, будет напоминать памятник, не монумент из камня, а технический реликт, который хранит в себе истории исследований, подвигов и технических решений неподвижное, тихое, но полной истории. Истории о первых секундах жизни на Марсе, о найденных чернячках, о застреваниях и освобождениях, о долгих зимах и солнечных утрах. Пыль не стерла бы ее память. Марс слишком сух и слишком неподвижен, и тонкая атмосфера сохраняет прошлое, как музей с минимальным обслуживанием. Объекты остаются нетронутыми, а время действует очень медленно. Эти условия делают марсианские реликты почти вечными в человеческих масштабах. Снимки из орбиты и телеметрические данные позволяют определить точное место ее последнего пристанища. Орбитальные камеры смогли зафиксировать объект, неподвижный на поверхности, как маленькая точка в широкой пустыне. Это изображение показывает, что он остался почти целым, неподвижный, но все еще целый, словно ожидающий возвращения тех, кто его создал. В обозримом будущем он останется там, как напоминание о шагах человечества за пределами Земли, тихий памятник упорству и научному стремлению. Сегодня Марс — это мир роботов. Каждая из них — уникальная история достижений и открытий. Spirit, который исследовал другой регион. Curiosity — большой и многофункциональный лабораторный комплекс на колесах. Perseverance, который принес новую миссию по поиску следов древней жизни и даже отобрал образцы для возможной доставки на Землю. Чжужун с Жьюронг, успешная китайская миссия, и многие другие аппараты, которые расширяют наше понимание планеты. Но Opportunity был чем-то иным. Он не просто выполнил свои задачи, он превзошел ожидания своим долговременным присутствием и количеством собранных данных. Он пережил установленный срок службы и стал эталоном надежности и практичности. Он превзошел ожидания и завоевал сердца людей по всей планете. Не только ученых, но и школьников, художников, писателей и простых наблюдателей за ночным небом. Его путь показал, как технические устройства могут стать символами человеческой настойчивости и надежды. Однажды, возможно, человеческие исследователи приедут в этот регион Марса. Люди пройдут по следам ровера, подойдут к его старому пыльному каркасу, положат руку на его металлическую поверхность и вспомнят невероятные моменты этой миссии. Первые снимки, научные открытия, ночи напряженной работы команды на Земле. Они почтят память о технологиях и людях, которые сделали это возможным. И кто знает, может быть, те же руки, которые положат ладонь на старый корпус Opportunity, обратят платину или резьбу одного дня к новым поколениям марсианских исследователей, продолжая цепочку вдохновения и исследований. Opportunity останется в истории как напоминание. Даже малые шаги машин приводят к большим шагам человеческого знания. Мы еще вернемся за ним, не только в буквальном смысле, возможно, посетив место его последнего покоя, но и в смысле продолжения исследований, которые он помог начать и которые вдохновили нас на новые миссии. Его наследие живет в следующем поколении миссий и в сотнях людей, которые смотрят на ночное небо и мечтают о межпланетных путешествиях.